Вітаю вас знову в своєму саду. Я Светлана, и вы потрапили під Киев, в мой садок. Сегодня расскажу про сорта гортензий, которые остаются белыми, не меняют свой цвет. Я вам уже рассказывала про розовые сорта, а сегодня пойдем и посмотрим мои белые. 3 сорта чисто белые, и 1 сорт я вам покажу, который можно считать условно белым, молочным или кремовым. Про лайм лайт рассказывать не буду, потому что он лаймовый. Идемте. Далеко идти нам не пришлось. Это прямо тут, возле гортензии Vanilla Fraise, у меня посажены 2 куста гортензия Silver Dollar. Гортензия Silver Dollar считается одной из самых белых. Самая белая гортензия, которая меняет свой цвет только когда наступают морозы, засыхает соцветия. Соцветия относительно небольшие, средние. Может быть, чуть выше средней, но все зависит от ухода. Честно скажу, я как-то к этой гортензии относилась, снисходительно и так не очень много ей внимания уделяла, потому что у меня огромные кусты, другие розовые, большие, рубиновые всякие, и она была обойдена моим вниманием. Но этот сорт, оказывается, имеет мировые награды именно за устойчивость к дождям. Очень крепкие у нее побеги. Вот это не подвязано, стоит на опоре только ветка со штамбом. Хочу исправиться и буду к ней более внимательна. Зависит, как я сказала, конечно, от ухода. Ее размер, рост будет 2,5 на 2,5. У меня нарастает она не очень быстро, но мне кажется, ее тут вот эти 2 подружки договорились и немножко ограничивают в росте. Гортензия имеет стерильные цветы, совсем немножко фертильных. Запах очень-очень слабый. Если много фертильных цветов, допустим, как у фантома, там аромат медовый, конечно же, чувствуется больше. Вот этот кустик мы с вами, помните, обрезали соцветия, которые обмерзли. У нас вчера ночью, сегодня ночью дождь был, поэтому немножко соцветия поклонились. Очень хорошо укореняются. Я вот эти вот отросточки не смогла выбросить, как я вам говорила. И они у меня укоренились. Вот я вам показываю, как они выглядят сейчас. Я их уже пересаживать не буду. Пусть тут и растут до следующей весны. А весной рассажу по участку. Зимой их немножко присыплю хвойным опадом. Что еще могу сказать за гортензию Silver Dollar? Оказывается, она хороша. Белая, плотные соцветия, хорошо держит, шершавенький зеленый лист. Обратите на нее внимание. Не так, как я на Vanilla Fraise все внимание, а Silver Dollar оказался обойденным. Запомнили? Гортензия Silver Dollar. Самая белая гортензия, белые соцветия. А сейчас идемте дальше, покажу вам следующую гортензию, которая тоже белая. И это гортензия Skyfall. Я вам эту гортензию тут почти не показываю. Этот кустик молодой. Сейчас я возле нее присяду. Гортензия средняя, рослая. То есть она будет 1,20 м до 1,5 метра. Соцветия держит свои тоже очень хорошо. От дождя капли летят. У нее гиацинтовые цветы. Вы, наверное, ее знаете. Так вот, у нее соцветия бело-молочные. Потом, когда стареют, немножко зеленеют вот так. Я вам ближе покажу из тех сортов гортензий, которые абсолютно не меняют цвет, не розовеют.
Лист у нее среднего размера. По листу, помните, я вам рассказывала, можно узнать, какой размер соцветий будет. Большой лист, значит, большое и соцветие. У меня она растет и в штамбовой форме. Сейчас подойдем, я вам покажу. И в кустовой. И еще много маленьких кустиков по участку, которые мы с вами вместе, я вам рассказывала, отсадили. Больше, меньше, меньше. Неприхотливая, морозостойкая. И этот сорт имеет тоже массу наград. Этот сорт относительно новый. Skyfall. Гиацинтовые цветы. Обратите внимание, на нее очень плотные соцветия. Такие красотунчики прямо. Так, идемте покажу, какая она у меня в штамбовой форме возле лавочки, кто не видел. А потом покажу еще одну гортензию, которая тоже белая. Ну и вот это мой Skyfall на штамбе, который я вам тоже частенько показываю. Специально развязала ее, чтобы вы видели, она во время дождей больших, я ее связываю. Как-то мне жалко, чтобы она поломалась. Гортензия шикарная, крепкий у нее ствол, подвязана только внизу. И соцветия вот так вот я связываю, когда сильные ветра или когда дожди. Что могу про нее сказать? Хороша? Хороша эта девочка, невероятно. Гиацинтовые цветы, которые очень долго стоят. Кстати, вот эти побеги, если их срезать, в вазу поставить, если туда еще глицерина добавить, она у вас будет очень красивая, и сами лепесточки останутся мягкие, вы можете их на зиму себе как бы заморозить, стабилизировать. Эти цветы так стабилизируют. Рассмотрите этот сорт гортензии из-за того, что она более-менее компактная для штамбов и для кустовых форм по участку. Думаю, вам эта гортензия нравится так же, как и мне. Вот такая растет у меня тут в хвойной композиции у входа. Ну, а сейчас мы плавно перейдем вон туда. Это мой штамб Фантом. И, наконец-то, я вам расскажу про свою гортензию Фантом. Этот на штамбе. Черенковала его я сама. Какой сорт, не знаю, но оказался Фантом. Гортензия, можно назвать ее относительно белой. Почему? Потому что, когда соцветие начинает стареть, оно уходит в кремовые, немножко зеленоватые и в самом низу розоватые. Мультиколор, но в основном цвет, если издалека смотреть, издали молочно-белый. Гортензия «Призрак». Эта гортензия, наверное, одна из любимых. Я, кстати, сделаю видео, какие гортензии я бы ни за что из сада не выселила. 3 сорта гортензий, которые я оставлю в любом случае. Как вы догадались, Фантом среди них. Гортензия хороша и в штамбовой форме, у меня несколько штук, и в форме кустовой мне повезло в прошлом году купить череночек небольшой осенью. В этом году это какой-то Фантом получился. Шикарный, огромный куст. Этот сорт растет очень большой. Соцветие 40-50 сантиметров. При хорошем уходе больше 60 может быть. Соблюдайте агротехнику, и этот сорт гортензии вас еще удивит. Идемте, покажу вам вон туда свой Фантом, который меня просто ошеломил в этом году. Идемте. Ну, и вот он, мой малыш Фантом. Малышок маленький. Вот это соцветие я специально взяла рулетку, померила 49 сантиметров. В ширину 35. И это уже, скажу вам, не маленькая, не предел, все равно новые соцветия еще нарастают. Толщина вот этих веток я вам показывала больше толстого пальца уже. Виден потенциал. Гортензия просто шикарнючая. Что я вам хочу сказать? Фантом должен быть на каждом участке. Просто должен быть. Тут у меня ожидается, ну, проход не знаю, закроет, не закроет. Пересаживать отсюда я ее как-то совсем не хочу. Нравится мне этот сорт.
нравится. У нее фертильные цветы, поэтому медовый аромат. На нее слетаются и пчелы. И, к сожалению, бронзовки ее любят. Сорт хороший. Позже, в конце августа, она начинает менять оттенки. Ну вот на этом мало видно, а на том, что штамп, он немножко раньше зацвел, и там уже мультиколорные переливы. Красиво очень. Как и все гортензии, фантом любит полив. Не забывайте, даже сейчас вот у нас дожди периодически идут, но я гортензии свои поливаю, чтобы грунт под ними всегда был влажный. Вот этот фантом хочу начеренковать. Наверное, зимой займусь. У меня время свободное будет. Зимой займусь именно вот от этого кустика. Ну что, у нас осталась еще одна гортензия, которую я обязательно хотела вам показать. Белая. Сорт белый. Хочу сразу сказать, что у меня, конечно же, не все возможные сорта, которые есть среди гортензий. Каждый год какие-то новые появляются. Я говорю про сорта гортензий классика, которые просто должны быть в вашем саду. Так вот, еще один сорт бело-соцветие гортензий. Белый медведь поларбе. Идемте, его у меня больше всего в саду. Далеко отходить не стала, покажу вам. Прямо вот он у меня. Я из него тут штамп формирую. Я вам показывала. Одно соцветие вывожу, остальные прикопала. Это молоденький. Гортензия полярный медведь. Вначале у нее соцветия фисташково-лаймовые, но не такие, как у Limelight. Немножко более темнее цветочек. А потом белеет и белоснежно-белый. Когда гортензия стареет, она становится опять лаймовой. Что хочу сказать, был вопрос. У меня порозовел полярный медведь. Ответ один. У вас просто не полярный медведь. Сейчас пойдем покажу. У меня полярных медведей кустов, наверное, 15 по всему участку. Очень хорошо черенкуется именно этот сорт. И что еще хотела сказать, что эта гортензия очень быстро нарастает, и один из самых высоких сортов полярный медведь, фантом, и фрейс мельба. Большие сорта. Ну, фрейс мельба сегодня не они. Среди белых сортов полярный медведь, фантом самые большие. Но опять же, агротехника наше все. Идемте покажу, какие кусты чуть постарше, как они выглядят. Этой гортензии, конечно, еще небольшой, потому что она в прошлом году была вот таким череночком. Так, мимо этих двух гортензий проходим, я вам рассказывала. Вот он, мой полярный мишка, который тут немножечко подгорел во время жары, но вот так он выглядит сейчас. Вот такие у него соцветия. Он у меня тут связан, потому что центральную ветку я забыла поставить опору. А остальные вокруг нее развалились. Сорт шикарный, просто шикарный. Я не знаю. Одна из лучших гортензий, которая просто может быть. Это ванила фрейс, про нее я вам рассказывала. Вот такие у нее соцветия. Кстати, ванила фрейс, знаете, как легко определить? У нее вот такие по одной, по одному бубончику. И составляют, вот видите, и составляют большое соцветие. Этот мишка у меня развязался тут, да? Развязался и упал. Вот он тоже мой полярный мишка. Ну, еще вам покажу полярных медведей своих. Это Skyfall, вы видели, вот такие гиацинтовые цветы. Ну, а вот мои полярные медведи возле дыни. Кстати, не знаю, как определить, дыня готова или не готова. Стукала по ней, по звуку ничего не могу определить. Так, тут намокли соцветия, все в дожде. Вот такие они красивенные. Ну что, хочу сказать. Я хочу сказать вот что. Выбирайте гортензия, которая вам по душе.
Нравятся вам розовые сорта? Выбирайте розовые. Нравятся фисташковые, лаймовые? Выбирайте фисташковые. Но то, что гортензии должны быть в каждом саду, тут я убеждена на все 100%. Рассказывайте свои впечатления от ваших гортензий, какие нравятся вам больше всего. Делитесь в комментариях вопросами. И встретимся совсем скоро в следующем видео. Всего хорошего!